Всем привет! Где проходит грань между развлечением и безумием? Где страх становится частью шоу? Сегодня ты увидишь аттракционы, которые стирают эту границу. И после этого взглянешь на парке развлечения совсем иначе. Поехали! Представь себе стальную башню высотой 40-этажный небоскреб. Это Кинг-Дака, самые высокие американские горки в мире. Все начинается с обратного отсчета, и ты резко взлетаешь вверх под углом почти 90 градусов. Разгон до 206 км в час всего за 3,5 секунды. Это быстрее, чем взлет пассажирского самолета. На самой вершине короткая пауза. Там, где заканчивается рельс, начинается пустота, а затем свободное падение вниз по изогнутому треку. У тебя нет ни секунды на размышления, только ветер в лицо, крик в ушах, чувство, что ты выпал из реальности. Кинг-Дака — это стальной титан, который бросает вызов гравитации и твоим нервам. На первый взгляд Такашиба выглядит как обычные американские горки, но не обманывайся, это один из самых страшных аттракционов в мире. У него есть козырь, спуск под углом 121 градус. Это круче, чем свободное падение. Сначала темный туннель, резкий старт и серия петлей и поворотов. Все кажется привычным, пока не начинается вертикальный подъем. 43 метра вверх, медленно, мучительно, как перед казнью. На вершине ты зависаешь в прямом смысле и смотришь вниз, на почти отвесную пропасть под собой. Затем падение, настолько крутое, что тело как будто отрывается от сидения. Такашиба — это точка, где разум говорит стоп, но тело уже летит вперед. Только для тех, кто не боится смотреть страху прямо в лицо, сердце точно уйдет в пятки. The Smiler – один из самых пугающих аттракционов в мире. Его цель не просто напугать, а полностью сбить тебя с толку. 14 инверсий подряд – это мировой рекорд. Тебя крутит, вертит, переворачивает так часто, что уже через несколько секунд ты не понимаешь, где вверх, а где низ. Но самая жуткая атмосфера – улыбки, которые слишком похожи на безумие. Мигающие экраны, механический голос, все словно говорит «здесь ты подопытный». Скорость, вращение и давление делают поездку невыносимо напряженной. Ты не катаешься, ты сражаешься с собой. The Smiler меняет тебя навсегда. Он будто стирает грань между развлечением и психозом. Многим становится не по себе уже в очереди. На первый взгляд Gravity Max — это просто американские горки. На самом деле это единственные в мире горки с настоящим обрывом. Вагончик медленно ползет вверх по рельсам и внезапно останавливается. Прямо на краю, дальше ничего, пустота. И ты зависаешь на высоте 34 метров, глядя в лицо собственному страху. Затем происходит нечто безумное. Вся секция трека опрокидывается вперед под углом 90 градусов, превращаясь в вертикальный спуск.
Это не иллюзия, ты буквально смотришь вниз, как будто стоишь на краю пропасти. Через пару мучительных секунд падения, резкое, прямое, неконтролируемое. В этот момент сердце будто забывает, как биться. Gravity Max пугает не скоростью, он пугает тем, что дает тебе время осознать, куда ты летишь. И это, пожалуй, страшнее всего. Gravity Max – идеальный кошмар для тех, кто боится высоты. X2 – это американские горки нового поколения. Здесь вращается все. Вагон движется по трассе, а твое кресло крутится независимо вокруг своей оси. Ты можешь лететь вперед, потом внезапно назад, потом вниз лицом прямо к земле. И все это на скорости более 120 км в час. Каждый поворот непредсказуем. Ты не знаешь, кто будет через секунду. Вверх становится низом, а крики вокруг превращаются в сплошной хаос. Добавь к этому огонь, дым, эпичный саундтрек, и ты получишь не просто поездку, а полное погружение в безумие. X2 это не катание, это ощущение, будто ты попал в вихрь, который хочет тебя сломать. И все, что тебе остается, держаться, если сможешь. Insanity – это не горка, это гениальное безумие. Аттракцион установлен на крыше башни стратосферы в Лас-Вегасе, на высоте более 350 метров. Ты садишься в кресло, и оно выдвигается за перила здания. Под тобой пустота, никаких стен, никаких сеток, только тонкий металлический рычаг, соединяющий тебя с башней. Дальше хуже. Кресла начинают вращаться все быстрее, центрифуга над бездной. Ты смотришь вниз, а там город, крошечные машины и чувство, что ты больше не принадлежишь земле. Ты привязан, но не защищен. Ты знаешь, что в безопасности, но телу все равно страшно. Очень страшно. Insanity – это не про скорость. Это про страх высоты, беспомощность и то, как легко человек превращается в точку над бездной. И Джанайка – это не американские горки, это механическое безумие в чистом виде. Один из немногих в мире 4D аттракционов, где вращается буквально все. Вагон едет по трассе, но твои кресла живут своей жизнью. Крутятся, переворачиваются, бросают тебя вперед, назад, вверх ногами, вне зависимости от движения самого трека. Каждую секунду ты не понимаешь, где вверх, где низ, что происходит и когда это закончится. Полное ощущение хаоса, как будто тебя выбросили в ураган. Аттракцион пролетает с бешеной скоростью через инверсии, спирали и падения, а твои сидения при этом продолжают дергаться и вращаться, доводя тело до предела. И Джанайка не пугает высотой или скоростью. Он пугает тем, что ты абсолютно не контролируешь, что с тобой происходит. А это страшнее всего.
Формула Росса – это не горка, это снаряд. Самый быстрый аттракцион на планете. Всего за 4,9 секунды тебя разгоняет с 0 до 240 км в час. Это быстрее, чем взлет у большинства боевых истребителей. Тебя буквально вдавливает в сиденье, дыхание сбивается и кажется, что лицо вот-вот сорвется потоком воздуха. Не случайно перед поездкой выдают защитные очки, как у автогонщиков, потому что ветер как удар по лицу, и любое насекомое на пути может стать проблемой. Сама трасса напоминает трассу Формулы-1. Крутые повороты, резкие подъемы и плавные дуги. Но ты не зритель, ты участник этой безумной гонки. Формула Росса – это страх скорости. Скорости, которой ты никогда не испытывал и никогда не забудешь. Колосс – это аттракцион, созданный не просто для страха, а для тотального перегруза. На момент открытия он установил мировой рекорд – 10 инверсий за одну поездку, и до сих пор он остается легендой. Сначала вертикальный подъем и стремительное падение, затем серия мертвых петель, корковых поворотов и тот самый момент, ради которого сюда приходят все экстремалы. 5 переворотов по линии сердца подряд – это когда вагон крутит вокруг твоего тела как штопор. Ты теряешь ориентацию, не понимаешь, где небо, где земля, все вращается, как будто ты внутри стиральной машины. Колосс не самый высокий и не самый быстрый, но он один из самых изнуряющих. Это настоящая проверка вестибулярки и терпения. И каждый, кто с него сходит, говорит одно и то же. Больше никогда. Хотя не точно. Завершает наш список не классический аттракцион, а прогулка по краю крыши башни. Edgewalk – это маршрут по периметру CN Tower Торонто. Ты идешь по платформе без перил, надежно пристегнутой страховкой, с потрясающим видом на весь город. Под тобой 356 метров пустоты. Адреналин еще какой. Это настоящий вызов для любителей адреналина и острых ощущений. Хотите почувствовать себя на вершине мира? Edgewalk ждет вас. Мир полон безумных аттракционов, и это лишь малая часть. Кто-то ищет острых ощущений, а кто-то просто смотрит со стороны. А ты бы осмелился покататься на одном из них? Пиши в комментариях, какой аттракцион впечатлил тебя больше всего, и не забудь подписаться, чтобы не пропустить еще более захватывающих подборок. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующих видео.